Арсений Петрович пока еще с нами. Арсений Петрович не торопится нас покинуть. Арсений Петрович премьер-министр Украины. И я подумал, а почему бы не преподнести ему, пока он еще с нами, таблетку для памяти? Хотя в большей степени таблетка эта предназначается вам, мои уважаемые зрители. Начнем. Я буду с вами откровенен. Я поменялся. Я за последних 8 месяцев очень серьезно поменялся. Это уже не тот Арсений. Улыбчивый такой, знаете, легкий совсем. Был легким, стал тяжелым. Знаете, как в том анекдоте. Они сильные, но легкие, а здесь он слабый, но тяжелый. Щоб країна отримала бюджет в 2016 році. Санта-Клауса на 31 число я обіцяю. Якщо не буде проголосований бюджет. Прямо в стінах Верховної Ради. Не переконаний, що буде Санта-Клаус, якщо бюджет не буде прийнятий. Тому що... А здесь он отвечает на вопрос одного из народных депутатов. Вы же сказали, что не будет ночью бюджет приниматься. Ответ его настолько тяжел, что я не знаю, как его вытянули сидящие в зале. Перше, ви сказали про те, що в минулому році ми обіцяли не приймати бюджет в 5 ранку. Ми виконали свою обіцянку. Ми приймемо бюджет в 3:30. Друге. Осадил. Вообще Арсений Петрович, конечно же, многое осознал. Он понял, как надо общаться с народом. Я наблюдаю за Арсением Петровичем 2004 года, 2007, 2010 года. И теперешним это небо и земля. Он многое понял. Это как в той песне Бори Моисеева. Многое сделал, многое понял, стал так богат, что мог рассвету приказать превратиться в закат. Я очень многое осознал. И касательно того, как с людьми надо общаться, вот что они хотят услышать. И вуаля! І народ розумний. Наші люди проявили мудрість. Кстати, во многом благодаря мудрым и разумным Арсений Петрович Яценюк во власти уже хреновую кучу лет. И я думаю, что будет еще очень долго. А теперь Арсений Петрович Яценюк расскажет о Юлии Тимошенко. Потому что Лозинский это тоже команда. И Любі друзі это была тоже команда. Там нет команд. Там есть ОПГ. Организованная политическая группировка. Лозинский это был Юлин депутат, который человека подстрелил. Арсений Петрович говорит, ОПГ. Ну как не согласиться? ОПГ. Вы меня тянете в прошлое, я в прошлое не пойду. Я не пойду с теми людьми, которые имеют так называемый украинский политический опыт. Кто что имел, тот и грабил. Ну прям так свежестью пахнуло от Арсения Петровича Яценюка. Со старыми он не пойдет, с теми, кто имеет политический опыт. Молодец, и человек за слова, главное, отвечает. Ви знаєте, у нас були непрості стосунки і з Юлією Тимошенко, і з іншими партнерами по опозиції. Це правда. Така була історія. Але ми перегорнули цю сторінку. І ми собі сказали, ми сильні, тому що ми вміємо робити висновки з минулого. Ми здатні об'єднатись, ми здатні показати всім, що ми здатні перемагати. Тому ми об'єднались на базі політичної партії «Батьківщина». І те, що ми сьогодні з Тимошенко підписали Декларацію єдності, це є знаковою подією за 20 років української історії. Да быть такого не может. С той самой Юлией Тимошенко, которая создала ОПГ, с той самой Юлией Тимошенко, о которой нельзя сказать, что она не имеет политического опыта. Да что ж такое, Арсений Петрович, ну нельзя ж так заднюю включать, а? Номером 1 в списку буде Юлія Тимошенко. Далі ми побачимо, який буде список. Але я вас можу запевнити в тому, що це буде список проукраїнський, патріотичний, сильний і розумово, і ідейно. Я, говорит, могу вас заверить. Да заверением Арсения Петровича Яценюка грех не поверить. То есть вспомните, вот сколько Тимошенко была премьер-министром? 7 месяцев. Ну я все-таки дольше был теперь министром. уже больше. Ну теперь да, ну лучше бы она 7 месяцев в этот раз была все-таки тоже. Меньше бы беды натворила. Боже, боже, Юлия Владимировна Тимошенко беды натворила в Украине. Дивно, що десятки кримінальних справ на розкрадання сотень мільйонів, а точніше мільярдів коштів, чомусь не розслідуються. А там, де є один з основних опонентів влади Тимошенко, там, звичайно, дуже швидко вся правоохоронна система знайшла найбільшого злочинця в країні. Знайшла найбільшого злочинця. Чому? Тому що він був опонентом чинного президента Януковича на президентських перегонах. Іншого пояснення немає.
Другого объяснения просто нету уголовному преследованию Юлии Владимировны Тимошенко. Политический оппонент. И беды уже она не натворила. Арсений Петрович забыл о собственных словах. Так бывает иногда. Я же их знаю. Мне тяжело представить, какие цели, в особенности она, поставит перед собой. Ну точно не спасение государства. Явно какие-то темные, преступные, мерзкие цели Тимошенко перед собой поставит. Тимошенко на свободе. Юля! Юля! Моє прізвище Яценюк, прізвище Юлії Володимирівни Тимошенко. Ми залишаємось різними людьми, але ми спільні в тому, щоб перемогти, і ми спільні в тому, щоб змінити якість життя. Ну вот, видите, изменилась Тимошенко, теперь у нее другая цель. Другую цель теперь она перед собой ставит. Изменение государства. Раньше Арсений Петрович говорил, что цели у нее не могут быть нормальные. Все изменила революция, знаете. Кто решил вопрос по-русски? Я спас банковскую систему. Понесло, Арсения. У меня нет невыполнимых задач. Их не существует. Кто подписал визовое соглашение с Европейским Понимаете, Союзом? Вот каждое достижение страны – это мое достижение. Я так живу. А вы-то думали. Ну, а теперь Арсений Петрович Яценюк расскажет, что он думает по поводу поста премьер-министра. Премьер-министром не пойду. Вот услышьте меня, это очень важно. Ну, я услышал, продолжаю, Арсений Петрович. Арсений Петрович сейчас премьер-министр. Ну, если мне не изменяет память. Почему? Потому что такое кому-то пойти премьер-министром? Это продать голоса людей. Это быть политической проституткой. Представляю себе Арсения Петровича Яценюка, стоит, так знаете, у стены, одна нога на стене, так призывно поводит плечами. Разогнать эту хунту, которая просто грабит. Потому что грабить уже не с чего. А? И сказать: дорогие товарищи, слушайте меня внимательно. Это он что, в будущее посмотрел? Хотя я, наверное, что-то не то несу. Я тоже так думаю. Заканчивай.